Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать вам, как сделать самодельный трубогиб из металлолома, без каких-либо токарных работ и заморочек. Предыстория. Поступил заказ на вот такое изделие. Это градка, 16 погонных метров, вон еще секции стоят. Не было у меня трубогиба. Решил попробовать сделать сам, не захотел покупать. Ну и как видите, вот уже результат. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Вы на моем канале узнаете очень много полезной информации для себя. Итак, смотрим, как же сделать подобного рода самодельный трубогиб. Поехали! А вот и само изделие, которое я сделал при помощи самодельного трубогиба. Был у меня швеллер 12. Этот отрезок я сделал 50 сантиметров. И также у меня был швеллер 80. Тоже было полметра. Я его распустил вдоль. И получилось у меня 4 вот таких вот, импровизированных угольничка. Значит, в чем суть задумки? Кругляк валялся какой-то, не знаю, каленый, не каленый. Для вала, я думаю, пойдет, для прокатывающего. Также подшипники. Была у меня гирлянда. Не знаю, в принципе, на 20-ю шпильку, точнее не шпильку, а кругляк, как раз они наделись. Трубу сверху набил, обварил чуть-чуть. И прихватил уже 2 кусочка уголка. Импровизированного, опять же, из швеллера. Кругляк, точнее нашу оську, я выставил так, чтобы она плавненько, как по направляйкам, ходила по этому уголку. Вы поняли, да? С этой стороны так же само приварится. И с этой также. И сверху эта вся конструкция будет придавливаться обрезком трубы 40 на 20. Сейчас все это дело приварю и покажу, что будем делать дальше. Чтобы сделать меньше люфт вот в этой плоскости по нашим направляйкам. Смотрите, напомню, оська наша диаметром 20 миллиметров. Сверху я ложу трубу 20 на 20. Выставляем наш уголочек. Выставили. И влаживаю по всей высоте кусок трубы 40 на 20. С этой стороны уголка я выставляю ровную плоскость, чтобы было все ровненько. Все, плоскость есть. Прихватываем. В итоге мы получили две прихваточки. Как видите, труба ходит плотно, но наша оська передвигается довольно-таки свободно и, самое главное, с минимальным люфтом. Сейчас я возьму телефон. Вот такая конструкция у нас выходит. Люфт вообще минимальнейший. И плюс у нас еще будет лежать сверху кусочек трубы этот 40 на 20. Поэтому все это будет давить равномерно по своей направляйке. Итак, друзья, картина уже понемногу начинает вырисовываться. Так, что я сделал на этом этапе? Самое основное, это наша
каретка. Вот такая получилась. Решил я еще добавить обрезки 30×20, вот эти, по-моему. Для чего я их добавил? Сейчас, смотрите. Так вот все это дело. Чик, одевается. Вот этого люфта бокового нету, но был слишком большой поперечный люфт. И добавил я эти, ну вот эти, поняли, обрезки трубы, чтобы у нас вот так вот оно не гуляло. Ролики с подшипников, как я вам и говорил. Так, по поводу прижимного механизма. Короче, нашел я какой-то кусок полосы. Вот так вот его согнул. Просверлил. Шпильку под эту часть чуть-чуть подточил. Приварил там шайбочку. Ну, с этой стороны тоже шайба и гайка. Люфта практически нет. То есть это все дело будет сюда привариваться. Чтобы это все дело давило нам наш вал, основной прокатывающий. Ну и сверху из обрезка швеллера 80-го варил я две гаечки. Одна, по-моему, гайка с болгарки. Ну, на лепестковый круг. Ой, не на лепестковый, сейчас покажу. Где она есть? Вот, отсюда гайка была у меня сточена. Ну, поломана вот такая вот штука для шлифовки. Вытащил я с нее гайку одну. Ну и еще одну гайку добавил, поскольку у нас это шпилька. Решил, короче, приварить гайку, думаю, надежнее будет. Так, что дальше? Дальше ввариваю прижим. Ввариваю верхний кусок швеллера. Привариваю ручку. С арматурой кусок нашел. Короче, мы его лепили из того, что было. Да, как там в поговорке. И выставляем тогда перемычечки здесь под ролики, чтобы ролики наши переставлялись. Ну и будем пробовать прокатывать. Итак, друзья, потихоньку собирается наш Франкенштейн. Все крутится, все вертится. Так, прижимная. Я вам показывал, да, весь этот чудо-юдо механизм. Так, здесь две гаечки. Здесь ручка у меня арматура. Смотрите, кстати, как закручивается вообще по-козырному. Вертолет. Ручка. Труба 32. Наделась хорошо на вал. Вот такую вот я типа как педальку с велосипеда сделал. Ну ничего, крутится, вертится. Ролик выставил. Центр нашего ролика, получается, замерял от края, ну от края отсюда, от уголка. Так, по поводу роликов. Короче, столкнулся я с такой фигней, что если брать ровную вот такую вот шайбу, видите, без изгиба, то когда ее надеваешь на ролик и стягиваешь, короче, не крутится нифига подшипник. Но при помощи другого подшипника ставил шайбу, ставил такой пробойчик, выставлял и при помощи волшебного слова раз 5 бил, и, короче, изгибалась наша шайба вот так. И все это дело у нас хорошенечко прижимает, и получается упирается он не в наружный корпус подшипника, а во внутренний. Так, друзья, трубу профильную я для испытания у себя не нашел, все выварил. А вот водопроводную, смотрите, 27 миллиметров. Начал я уже немножко катать. Делаем целый оборот. Да, но еще хочу показать. Она между этим, с этой стороны стану. Она между этими шайбами. Кстати, видите, шпилечка 14 не годится. Чуть
прогнулась. Она труба между вот этими шайбами, как будто бы в ролик легла. И вот примерно вот так это все дело получается. Сейчас быстренько помаслаю. Уже изгиб какой. Так. Один оборот, в другую сторону поехали. Сейчас еще оборот и делаем выводы. Так. Так, ну в принципе вот такая у нас получилась прокатка. В принципе, для трубогиба, который сделан из гомна и палок, если можно так выразиться. Да, ну такие есть, в принципе. Тут со своей работой он справляется. Но трубу, где верхний ролик идет, он, конечно, приминает. Она как будто бы эллипсом становится. Кстати, толщина стенки, как бы вам так показать, 3 миллиметра. Ну, если он с круглой трубой справляется, я думаю, с профильной справиться должен аж на ура. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, комментируйте, как думаете, что здесь было сделано неправильно. Да, возможно, шпилечка вот эта прижимная тоненькая. Ну, пока я перестраховался, то что сделал удлиненную гайку. И вот этот вот момент мне не нравится. То, что оно провисло. Может, конечно, если был бы поуже швеллер, там 80-й, например, такой бы беды не было. Ну или просто надо поменять шпильку, не знаю, там на арматуру на какую-нибудь 16-ю. Хотя она, наверное, на таком расстоянии тоже прогнется. В общем, комментируйте, подскажите, что мне делать. Все, удачи.